Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон очень удивляется, когда видит перед собой Дилана на кладбище. Дилан спрашивает Барана, здесь ли сейчас наш сын или под землей, и становится на колени рядом с его могилой. «Я ласкал твою землю и пришел, мой дорогой сын. Смотри, я здесь с тобой. Я не мог прийти сюда несколько дней, я оставил тебя одного, прости. Не расстраивайся на меня. Это было очень трудно принять. Поэтому я бы не пришел. Я не хотел тебя расстраивать или оставлять опустошенной. Но я обещаю, что буду приходить чаще. Ты один и один со своим отцом. Вместе мы посадим цветы и деревья, пахнущие тобой, чтобы ты мог спокойно спать в их тени». Бэрон слушает историю Дилана со слезами на глазах. Дилан говорит: «Но однажды мы встретимся, ты, я и твой отец, я всегда буду держать небо ярким твоим рассказом и воспоминаниями. Я так сильно тебя люблю, твоя звезда никогда не погаснет в моем сердце». Пока люди в особняке вместе пьют кофе в саду, господин Кудрет говорит старику, что он очень хорошо обо всем позаботился в отсутствие Барана, и говорит, что Баран возьмет на себя свое бремя, когда Дилан немного поправится. Госпожа Тарик и Хаджер говорят: «Мы семья, мы сделаем все возможное». Госпожа Азади говорит, что вы очень хорошо позаботились об особняке и компании, но если она вернется к работе, то поправится быстрее. Когда Джейда Чинар говорит, что он якобы потеет, господин Кудрет и госпожа Азади говорят, что он очень умный и спокойный ребенок, Джейда беспокоится, что он обожжет тебя снаружи, а меня изнутри. Когда господин Кудрет сказал, что он сравнил Чинара с бараном, госпожа Азади сказала: «Ты взял это из моих уст, сынок, я уже давно его сравниваю», когда Тарык сказал: «Какое это имеет отношение?» «Баран, мой дорогой», с внезапным всплеском госпожа Хаджер тут же вскочила и сказала: «Конечно, мой дорогой, они родственники, в конце концов, Тарик не может ни с кем делить своего сына». Джейда немедленно ведет Чинара внутрь, говоря: «Ой, ты так сильно потеешь». Дилан и Баран не хотят покидать могилу, единственное их утешение – пребывание с близкими на небесах. Когда она говорит, что уже 5 лет нет ни мертвых, ни живых, но теперь у нее есть земля, на которой я могу излить свое сердце и любовь, Баран приходит к ней и обнимает ее, когда ты говоришь: «Я приведу тебя к нашему сыну, когда угодно». «Ты хочешь, но пойдем сейчас, давай», Дилан целует землю Мирана и встает. Пока Джейда разговаривает по телефону внутри, Чинар ждет, пока она переоденется. Она делает перерыв в разговоре по телефону и ругает его: «Чего ты ждешь, иди в свою комнату и переоденься». Когда госпожа Хаджер и Тарик встали из-за стола, господин Кудрет сказал, что Хаджер сильно изменилась и стала очень строгой к жизни. В этом виноват не только Хасан, но и я, принять участие в этом. Он уходит в свою комнату, чтобы я мог какое-то время слушать и читать Коран своему внуку. Ипек приходит домой из школы и говорит, что ее тетя тайно позвонила Акифу с телефона Берфина и сказала, что он кого-то избил в школе, и поэтому они звонят моим родителям: «Пожалуйста, разберитесь с этим, чтобы моя тетя не услышала». Пока Чинар не может одеться, Дилан замечает это, застегивает его одежду и говорит: «Давай немного послушаем, увидимся позже, хорошо, дорогой». Чинар говорит, что такое тоже может случиться, дорогой, и когда Дилан идет в свою комнату, она спрашивает Барана: «Разве Дилан больше не будет плакать?» «Баран, я не могу тебе врать, не могу сказать, что он не будет плакать, ты можешь увидеть, как он снова плачет, но благодаря тебе ему лучше, маленький человек». Когда он говорит спасибо, Чинар говорит: «Я люблю. Очень его люблю, я никогда не оставлю его одного». Когда госпожа Айхан отправляет Берфина за ножницами из комнаты Акифа, Берфин погружается в загадку Акифа и выходит из комнаты, когда звонит госпожа Айхан. Дилан, снова не в силах сдержать слезы, медленно идет к комнате Мирана и входит. Он помнит момент, когда подошел к отпечаткам рук на стене и положил голову на могилу. Когда он уже собирался развернуться и уйти, он не заметил позади себя Барана и врезался в него. Когда Дилан говорит Барану: «Мне так больно», Баран объясняет свои чувства словами: «Я знаю, я красивая, у меня такое ощущение, будто в сердце тоже камень. Оно становится тяжелее с каждым днем».
Как будто сердце мое раздавлено. Предмет, звук, запах делают его еще тяжелее. Все старые, все выцветшие. Когда Дилан спрашивает, как пройдет эта боль, Баран говорит, что она не пройдет, она останется болью в наших сердцах, мы продолжим жить, плача и грустя, черпая силы друг от друга. В то время как Дилан говорит, я всегда благодарен за это, хорошо, что ты со мной, Бэрон говорит, я рад, что ты со мной, моя прекрасная жена. Я рад, что ты со мной. Они выходят из комнаты, чтобы ненадолго выйти в сад. Пока Чинар пьет воду, сначала Джейда ругает его за то, что он не ходит, затем приходит госпожа Хаджер и ругает его за то, что, черт возьми, он делает, иди в свою комнату. В это время Баран и Дилан сказали, мы собираемся гулять, ты хочешь пойти с нами? Чинар посмотрел на Гэжу Хаджер и Джейду и сказал, мы собирались покормить Чинара, подойди и сядь, сынок. Точка. После того, как они пожелали Чинару приятного аппетита и ушли, Джейда говорит, а у нас снова проблемы. Дилан спрашивает Бэрона, как ты остаешься таким сильным? Когда Бэрон говорит, что он выдержит все, находясь рядом со мной, Дилан говорит, мне очень жаль, ты много пострадал из-за меня, и я никогда не смогу быть рядом с тобой, говорит Бэрон, я не знаю как. С этого момента у нас осталось много времени, но мы будем утешаться воспоминаниями о нашем сыне и жить так впредь. Джейда готовит и приносит еду Чинару. Когда госпожа Хаджер говорит, как его мать, ты будешь его кормить, верно? Джейда говорит, конечно, мама, и садится рядом с ним. Когда госпожа Джейда Хаджер уходит, она говорит, откуда мне знать, если ты умеешь кормить ребенка, приди и покорми его, и встает от Чинара, говоря, ешь быстро и доедай, ты ребенок. Когда Дилан на мгновение теряет равновесие, Бэрон удерживает ее, чтобы она не упала, и они вместе входят внутрь. В этот момент они видят Чинара, сидящего в одиночестве за столом и едящего еду, и просят разрешения сесть рядом с ним. Когда Дилан спрашивает, что он ел, Чинар говорит, что шпинат и йогурт, но я сыт. Дилан говорит, но ты ничего из этого не ел, смотрит на еду, понимает, что она холодная, и несет ее на кухню, чтобы согреть. Когда Баран спрашивает, любит ли он шпинат, Чинар отвечает Папаю, ну, Баран, но шпинат очень полезен. Когда Дилан разогревает еду и приносит ее ему, Чинар пугается, когда она проливается на него, пока он жадно ее ест, думая, а нет, не проливайте ее на него. Дилан вытирает его, говоря, что ничего не произойдет, мы немедленно его почистим. Когда господин Кудрет видит их, он спрашивает, нравится ли ему смотреть матч с Чинаром, и говорит что-то, что нравится Чинару. Пока Чинар кричит от радости, чтобы он мог жить, госпожа Хаджер приходит к ним и спрашивает о Джейде. Когда Дилан говорит, что Чинар сидел здесь один, когда мы пришли, госпожа Хаджер говорит, давай, если ты сыт, вставай. Хотя Дилан говорит, что он еще не закончил, Чинар говорит, с меня достаточно его страха перед Гэжой Хаджер. Пока Дилан идет в свою комнату, мистер Кудрет говорит Барану, что нам тоже следует выйти. Когда Чинар приходит в свою комнату, он говорит Гэже Хаджер, я ничего не делал. Госпожа Хаджер игнорирует извинения Чинара и просит его забрать у нее игрушки. Чинар опорожняет сундук, открывает его и вынимает содержимое. Когда Баран говорит, что Чинар очень хорош для Дилана и что он вернулся к своему прежнему состоянию, господин Кудрет говорит, почему ребенок не может быть хорошим. Мать была такой, когда потеряла Ферата. Дилан вернется к жизни. Держась сначала за тебя, а затем за Чинара. Когда госпожа Хаджер говорит Чинару, который опорожнил все, что есть в сундуке, ты знаешь, что делать, Чинар заглядывает внутрь сундука и говорит, там очень темно. Тем временем он приходит к Чинару и видит, что тот опустошил вещи из сундука, и спрашивает госпожу Хаджер, что здесь происходит. Хаджер говорит, мы сортировали вещи, мы собирались положить в одежду покойного Хасиби. Ящик. Хасиби кричит, где ты был? Дилан злится, потому что здесь находятся вещи ребенка матери Эйтен. Верно. Хотя госпожа Хаджер говорит, я делала это для того, чтобы вы не расстраивались, у меня неплохие намерения, говорит она, я не просила вас об этом, ни один из пунктов здесь не будет удалено, и возвращает его на место. В это время пришел Баран и спросил, что происходит.
Дилан сказала, что госпожа Хаджер хотела выбросить вещи, чтобы помочь нам, но я сказал ей, что ни одно из них не будет выброшено. Тогда посмотрите на Гэжу Хаджер, она начала это для нашего сына Гюля, но не смогла закончить. Если бы вы это выбросили, как бы вы это компенсировали? Пока Дилан убирает вещи, они предупреждают, что впредь никто не будет трогать наши воспоминания в этом сундуке, и выходит из комнаты. Когда Баран и Дилан пришли в свою комнату и сели, им стало плохо, когда они столкнулись с воспоминаниями о Ферате и Гуле в сундуке, и они оба плакали. Когда он говорит Барану, что нельзя всегда быть сильным, несокрушимым и нерушимым, плакать, Баран говорит: «Я не знаю, что я чувствую, такое чувство, будто я падаю в огромный колодец», и склоняет голову на Дилана. Плечо. Когда Дилан говорит, что «держись за меня», Бэрон говорит: «Не отпускай мою руку». Дилан говорит, что если ты отпустишь мою руку, меня выбросят. Дилан обнимает ее и говорит: «Я никогда не отпущу твою руку, ты не будешь нести это бремя одна, моя дорогая». Когда госпожа Хаджер рассказывает о своем опыте общения с Диланом, Тарик злится, и Гэже Хаджер это не нравится. Тарик говорит, что вы рассказываете Джейде, но вы суровы с Чинаром, я не собираюсь давать вам советы, почему есть необходимость без причины накалять ситуацию. Госпожа Хаджер говорит: «Я исправлю свою ошибку, вместо того, чтобы говорить обо мне, скажи своей жене, чтобы она рассказала мне, как ты оставил ребенка одного, чтобы я могла ее накормить», и уходит. Когда Тарик поворачивается к Джейде и говорит: «Правда, ты отведешь Чинара в парк завтра?» Джейда повышает голос, говоря: «Я закончила со своими возражениями, ты отведешь Чинара в парк завтра». Акиф бежит в свою комнату с Ипеком, и пока они обнимают друг друга, он понимает, что головоломка собрана. Ипек говорит, что это сделала Айшей: «Я позвонил тебе, это твой телефон», и уходит. Он отправляет сообщение Акифу Берфину, в котором говорится: «Я искал эту песню несколько дней, спасибо». Когда Берфин видит сообщение, она не решается, отвечать или нет. Акиф тоже не ответил и злится на себя, потому что жалеет, что не писал. Дилан просыпается от так называемого сна от детского плача. Она вскакивает с кровати, идет в комнату Мирана, берет его на руки, поет ему колыбельную и успокаивает. Но на самом деле он заснул на диване в комнате Мирана. Он просыпается от голоса Барана. Баран спрашивает его, что ты здесь делаешь, но Дилан сначала не реагирует. Потом я сказала Барану, я усыпила Мирана, это было так красиво, так мирно, я так скучаю по нему, как ангел. Баран говорит, что он повсюду в доме. Бэрон обнимает ее и спрашивает: «Я знаю, моя дорогая, я так скучаю по ней, я вижу ее, куда бы я ни посмотрел, с тобой все в порядке». Дилан говорит, что со мной все в порядке, я буду еще лучше для тебя и для нас. Когда она говорит Бэрону отвезти меня в нашу комнату, Бэрон обнимает ее, и они вместе идут в свои комнаты. Пока Дилан просыпается утром и оглядывается, в комнату заходит Бэрон и желает доброго утра. Они говорят друг другу, что им нехорошо, но с ними все будет хорошо. Когда Бэрон говорит, что приготовил завтрак в беседке, чтобы мы могли побыть одни, Дилан говорит, что ты хорошо подумал. Пока Баран идет к беседке, Тарик останавливает его и говорит: «Я слышал, что сделала моя мать, это было неуместно, я еще раз извиняюсь от ее имени». Джейда пытается отвезти Чинара в парк, разбудив его и избивая. Дилан слышит ее ругань, и когда Джейда сталкивает ее с лестницы, Дилан ловит Чинар, когда она вот-вот упадет. Когда Джейда говорит Дилану: «Береги себя, ты позаботился о своем ребенке, но кто остался виноват из-за моего?» Берфин говорит: «Что ты говоришь, тетя?» Дилан говорит: «Оставьте Берфина в покое, он не сможет причинить мне больше боли, просто будьте добры к ребенку, этого достаточно». Однако Джейда оставляет им безразличные отношения. Берфин извиняется перед Диланом от имени своей тети, но Дилан говорит, что есть способ решить эту проблему, не расстраивая Барана больше всего, и быстро уходит от Берфина к Барану. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.